Пришли мы сейчас к уникальному дереву, еще одному нашему другу, прекрасному, вот этой березки. Тут же песик, вот пришел местный абориген, попал на это место силы, и сразу любовь началась с его стороны. Чем прекрасно это дерево, вот эта замечательная береза. Это одно из мест, которое можно использовать для слияния энергии анахат с ней. Чистейший кокон березки, сильный, весенний, свежий, здоровый и исцеляющий. Вот это уникальное место силы для того, чтобы, в частности, исцелять нижнюю половину тела. То есть все, что ниже пупка. Органы таза, суставы, кости, ступни, меридианы ног. Лучше всего исцеляются здесь именно эти места, но также любые другие. Хоть меридианы челюстей можно прочищать, чтобы зубы были здоровыми. Все что угодно, хоть глаза лечить, промывая глазные нервы. Подчеркну вот пагубность тех, еще раз, наверное, уже мы об этом говорили. Хочется еще раз сказать про пагубность потребительского отношения к кому бы то ни было, включая растения. В последние десятилетия очень много всяких таких полушизанутых или шизанутых появилось биоэнергетиков, которые начали фантазировать насчет того, какие там деревья отнимают энергию у человека, какие там, от каких можно попользоваться. Но это совершенно не духовно, это антидуховная тенденция. Тенденция потребительства к другим живым существам. Очень нехорошо, очень некрасиво. Любовь — это не получение, любовь — это отдавание, любовь — это гармония, слияние. Мы должны с любым объектом, ведь каждое живое существо, или почти каждое, это то существо, которое мы должны научиться любить. Не враждовать, не бояться, не потребительски относиться к нему, а именно любить. И вот эту березку мы тоже должны научиться любить. Как? Вот нужно ее кокон ощутить, свой кокон. Руками духовного сердца обнять ее и слиться с ней. И вот получается единое энергетическое существо. Большущий кокон березы и несравненно меньше человеческие тела и их коконы обычно. И вот мы маленькие можем влиться в большое. Береза намного больше нас, обычных людей. Это потом мы вырастаем на всю Вселенную, но и можем пригласить этих березок за собой, идти этим же путем. Я шучу, конечно. Хотя общая тенденция такова. Все светлое и чистое, все существа живые, и растения тоже в том числе, имеющие свои души пока еще развитые на таком вот уровне растительном, но очень часто прекрасные, намного большие, чем у среднего человека души.
Те, кто добры, чисты, они все идут путем слияния с Творцом, идут по этому пути. А вся грязь, человеческая в том числе и прежде всего, это все идет в ад. И вот мы сливаемся коконами, сливаемся в одну суть, учимся сливаться, можно учиться сливаться с душами даже растений, чтобы потом научиться сливаться с душой Творца. И вот если мы достигли этого слияния вот с этим прекрасным существом, с этой березкой, то становятся видны патологии, которые могут существовать в наших телах. Мы на уровне раджа-йоги прорабатывали интенсивно, скрупулезно свои чакры, основные меридианы. Но в телах наших существуют тысячи, десятки тысяч мелких меридианов, проводящих биоэнергии в пределах тела. Если какие-то меридианы по разным причинам перестают пропускать энергии, то начинаются заболевания органов, хронические заболевания тех или иных органов или частей тела. Достаточно пробить эти меридианы засоренные, и происходит выздоровление через несколько дней. На этом основаны методы китайской акупунктуры и подобные методики. Но гораздо эффективнее работать сознанием собственным по прочистке меридианов. Это несравненно более эффективно, чем вот эти микровоздействия с помощью иголок, прижиганий и так далее. Можно использовать образы разных предметов, где-то скальпель, где-то можно взять хоть китайскую палочку для еды, ею прочистить какой-то меридиан. И вот нужно прочистить именно, вот мы здесь можем очень легко видеть даже мельчайшие затемнения в наших телах, мельчайшие величиной там, с булавочную головку. И все подходящие энергетические пути к этой точке надо прочистить. Ну и повторяю, данное место особенно эффективно для прочистки именно нижней половины тела. Ну, такие места встречаются. Вот это одно из мест силы для исцеления наших тел. Здоровье очень важно, здоровье телесное очень важно для духовного здоровья. Противоположные тенденции пренебрежения к телу, к здоровью тела, специальное вредительство по отношению к телу, якобы ради духовных достижений, это все надо рассматривать как извращение, грубейшее извращение. Никакой святости здесь совершенно нет. Вот и песик тоже вот почувствовал это место, сам пришел тоже лапы чистить, улегся вместе с нами, но потом вошел в такое блаженство, что уже начал мешать нашей работе, пришлось вести его погулять на полянку. Любые болезни можно устранить собственными силами. Вот на этом месте или на подобных ему.
Сегодня мы познакомимся с еще одним нашим другом. Его имя Ямамото. Он такое имя получил от своих японских предков, как он сам нам рассказывал. Очень многие наши учителя строят свои огромные маходубли. Они стоят, возвышаясь над поверхностью земли. Осирис, например, он как огромный шар света, как огромная анахата предстает. А Ямамото чаще всего сидит, так же как Хань, Хуань, даосы наши знакомые друзья. И вот здесь вот около этой березки, вот такой чудесной и красивой, посмотрите, какая она беленькая, сидит Ямамото своим огромным телом, телом сознания. И вот вы можете ощущать его, какой он нежный, весенний. И каково его состояние абсолютного покоя. Однажды Мурка нашел его на другом месте силы, в других краях, и хотел узнать, стационарный ли здесь его маходубль, всегда ли его здесь можно найти. И спросил: ты всегда здесь сидишь, Ямамото? И он ответил: да нет, вот только что уселся, тебя поджидаю. И вот это вот его состояние, в котором он пребывает всегда. Состояние незыблемого покоя и незыблемой любви. Состояние Бога, который совершенно спокоен и в то же время активен, который никуда не спешит и всюду успевает. Ну и давайте сейчас соединимся своими сердцами, анахатами с Ямамото, сонастроимся с ним. Впустим его состояние внутрь себя, а потом растворимся и исчезнем в нем. Вот еще один наш друг. Это сосенка небольшая. Вот чем она может нам послужить в нашем деле духовного развития? Гимнастика сознания. Все сосны вообще провоцируют на то, все здоровые сосны. Бывают больные, бывают... Ну, в общем, хорошие сосны, сами ищите их. А вот эта сосенка, да, все сосны в большинстве своем провоцируют на то, чтобы подниматься, воздыматься сознанием выше них. Особенно в летнюю жару. Вот это самое любимое сосной время. Зной летний. Вот лучше всего именно тогда с соснами работать. А эта сосенка небольшая, она очень неудобна для того, чтобы поиграть в то, чтобы становиться птичкой. И вот в качестве птички садиться на ее верхушку. Кому какие птички более знакомы? Кто-нибудь воронкой может стать, кто-нибудь там сорокой. Но кто никаких птичек не знает, тот может прямо в человеческом теле там устроиться на верхушке.
Но в человеческом теле вот как устроиться? Голой попой садиться на сосновые иголки, это, наверное, будет менее удобно, чем стать птичкой. Птичьи тела для этого лучше приспособлены. Ну вот это из того раздела, который называется «Йогой перемещения сознания». Есть такой известный древний термин. Перемещаться имеет смысл только сознанием, превратившимся в духовное сердце. Перемещаться очень по-разному, но в том числе тренироваться можно и вот в таких шуточных вариантах с нашими милыми друзьями, растениями. Ну что это за дырки в траве прошлогодней? Вот там вот жили и кушали мышевидные разные. Но что такое мышевидные, мы уже обсуждали. Это мыши, полевки, землеройки. Всякие там кроты сюда не относятся, они более крупные. Чем, кстати, мыши отличаются от полевок? У мышей хвосты длинные, больше ничем. У полевки хвост равен примерно половине длины туловища с головой, а у мышей обычно хвост длиннее всего этого вместе взятого. Ну вот можно немножко так вот представить себе жизнь, зимнюю жизнь под снегом, под пушистым. Вот жизнь этого, в частности, мышевидного. Еды полно. Норка идет, естественно, глубже в землю, там тепло. Сверху снег все закрывает от стужи, от ветров. Ну вот сюда вот вылезаешь и сеном этим питаешься. Вот сено вот это и есть еда отличная на всю зиму. Причем его столько, что нужно только вот голову поворачивать в разные стороны и не лениться челюстями работать. Вот так вот и растут сознания мышевидных. Ворочаешь головой и челюстями, вот и растет сознание от этого. Ну вот это все вот прекрасно здесь, на этих местах. Прекрасно в том числе потому, что много осталось органики. Вот прошлогодняя трава. Все это должно пойти на удобрение почвы, на увеличение слоя почвенного, чтобы следующим поколениям растений жилось прекрасно. Вот так вот образуется почва, если какой-нибудь только примитив не поджигает все это богатство планеты Земля. И все это горит ради его примитивного удовольствия. Горят насекомые, паучков здесь сейчас десятки тысяч во всей этой траве. И вот все это вместе с яйцами птиц, птенцами. Все это сгорает. И вот этой примитивной забаве ведь люди иногда находят оправдание. Например, то, что зола удобрением служит. Но вовсе не зола служит удобрением, а вот, прежде всего органическое вещество.
от него максимальная польза почве и тем растениям, которые живут на этой почве. И вот из таких, хоть тут и в газетах писали одно время просьбы не поджигать сухую траву, все равно жгут ради этих примитивных удовольствий, запаха дыма, и, наверное, человек может наслаждаться тем, вот какой он сильный, какой он огонь развел, сколько он может погубить один живых существ. Но вот тоже к той же категории можно отнести и тех, кто на Новый год зачем-то убивает или соучаствует в убийствах елочек, сосенок, пихт. Те же самые примитивные удовольствия. С той же серии это букеты цветов. И потом люди любуются их умиранием. Вот только вчера мы говорили о том, что вот все это богатство, которое мы наблюдали, и паучков, и зверюшкины следы, что все это будет сожжено людьми-примитивами. И вот это тут же и сбылось. Сгорела органика, сгорели семена растений, сгорели заживо в огне десятки тысяч, сотни тысяч животных. Многие из них, многие другие, наверное, сейчас еще мучаются от ожогов. И вот это все, вот она, современная Россия. Россия дикого невежества, дикого примитивизма масс. Их бы воспитывать, но никто, ни государственные органы, ни школа, ни религиозные организации не объясняли никогда за всю историю России, наверное, еще со времен этой волны крещения от Киевской Руси пошедшие, не объясняли ценность жизни, что жизнь каждого существа ценна, что каждое существо – это эволюционирующая душа, что для того, чтобы приблизиться к совершенству, к познанию Бога, просто к элементарной праведности перед людьми и перед Богом, нужно учиться уважать чужие жизни, стремиться делать добро, жить в любви, вместо того, чтобы разрушать, осквернять, убивать всех и все. Убивать растения совершенно напрасно, ради забав, убивать животных, убивать людей. Это все одно. Это все одно дикий примитивизм, нравственный примитивизм. И не только о животных речь должна идти, но и о растениях. Вот рана, нанесенная топором березе, перерубленные каналы энергетические, перерубленные
канавы для движения сока, серьезная рана. Это вот на коконе березы на всю жизнь остается. Вот сейчас и у берез, тем более у ив молодых, все погибло. Эти растения обречены. И нужно понимать, что они тоже воспринимают боль, тоже страдают. Это мы хорошо знаем и по комнатным растениям. Но те, кто работают вот в рамках экологии, те хорошо знают ощущение живых растений в дикой природе. Как они могут любить, как они могут трепетать от страха, как они страдают от ран. Ну а мы что ж, вот сейчас уйти в гнев, уйти в отрицательные эмоции снова, это было бы совершенно неправильно, несмотря на то, что вот такое творится вокруг нас. Несмотря на то, что мы живем в среде гун и тамос, мы должны, тем не менее, все равно быть устремленными глазами сознания в сторону Творца. Предаваться гневу – это значит потерять Бога, сойти с духовного пути. Предаваться длительному унынию из сострадания к погибшим живым существам – это тоже было бы неправильно. Хотя каждый, конечно, должен постараться сделать как можно больше для того, чтобы эту ситуацию как-то изменить. Но изменять ее вот снизу – это малоэффективно. А правители наши земные не хотят в эту сторону смотреть, отказываются. Хотя именно от них могло бы зависеть сейчас духовное преображение страны, всего населения и нынешних поколений на будущее глядя. Требуется понимать всю мерзость, творящуюся вокруг нас, но жить, тем не менее, в любви, хоть и нас задевает это безумие невежд. Но вот если мы любим Бога, если мы хотим послужить Ему, и людям, мы должны следовать путем, указанным им. Это путь духовного совершенствования через любовь. Бог есть любовь, и для того, чтобы приблизиться к Нему, мы должны стать любовью. И более того, мы должны стать им. Ненависть и все то, что противостоит любви, корыстность, жадность и так далее, все формы гнева в первую очередь, все это ведет в противоположную от Творца сторону, все это ведет в ад. Поэтому давайте все пойдем к Богу, и теперь мы все знаем, как.
На самом деле это очень просто. Это путь блаженства. Это путь непрестанной борьбы, которая блаженна. Пусть эта борьба будет с самими собой. Пусть эта борьба будет за утверждение истины, переданной нам Богом. Та же мерзость ненависти по отношению к живым существам – это тоже борьба, но это борьба противоположная. Ненависть против людей, направленная ненависть против живых тварей. Разная есть борьба, и это нужно различать. Какая борьба для блага, и какая борьба ведет в ад, даже если она проповедуется служителями разных религиозных культов. Вот в чем смысл предложения Иисуса Христа, данное через Новый Завет, не мстить, не сопротивляться даже в некоторых случаях разного рода агрессивным примитивам. Сейчас можно услышать такие высказывания, что эти заповеди Божии устарели, поэтому в настоящее время их нет смысла использовать. Но это глубочайшее непонимание. В чем проблема здесь? Как разрешить эту проблему? Зачем Иисус предлагал вот такие варианты взаимодействия с другими людьми? Иисус предлагал идти к Богу, идти к Творцу, идти, не цепляясь за мелочи, не обращая внимания на все то зло, которое вокруг нас существует. Вот мы тоже только что видели деяния примитивов, которые уничтожали, не думая, не понимая, уничтожали тысячи жизней. Но вот что, посвятить свою жизнь тому, чтобы гоняться за ними? Но они всегда будут. Если догнать, если там наказать, ну что он от этого лучше станет? Не станет он от этого лучше. Только еще больше обозлится, еще больше зла будет творить уже из своих эмоций мести. Там далеко ведь не всегда люди мстят тому, кто против них что-то сделал. Они начинают мстить всем окружающим. Масса таких примеров. Это типично для вот этих масс примитивов с еще неразвитым интеллектом, с неразвитой, тотально неразвитой этикой. На стадии раджаса человеку правильно будет бороться против зла. Через это он
сам наберется мудрости, станет сильнее. Но прежде всего тем, кто уже способны сейчас вместить всю глубину философии, предложенной Богом, и пойти прямым путем к Творцу, что нам предлагал Иисус и все другие божественные учителя. Для этого нужно оставить в уме только Творца. Для этого нужно все индрии направить только на поиск Творца и слияние с Ним. Вот это вот и есть истинное монашество. То есть однонаправленность. То есть данные заповеди Иисус давал для последователей своих монахов, истинных монахов. Не тех, которыми сейчас земля наполнена от разных конфессий. Истинных монахов мало. Истинное монашество – это однонаправленность на Творца. Разумеется, истинными монахами могут стать только те люди, которые достаточно развиты в ряду воплощений в своей личной эволюции. Поэтому, как бы прискорбно ни было созерцание преступлений людей, все равно нужно, понимая порочность их поступков, не злиться на них, не гоняться за ними, чтобы мстить и воспитывать, а идти к Богу. Ну вот и сейчас мы можем взять и для того, чтобы стать лучше, махамантру применить, например, предложенную божественным учителем Чайтаньей. По-разному она может использоваться в духовной практике. Один из способов ее применения – это прочистка сушумной и уход в чистые светлые миры Творца. Вот мы осваивали такие упражнения, как пробуждение, латихан. И вот можно попросить Господа Кришну оказаться над моей головой, и так, чтобы его сознание, он как сознание, потек сквозь мое тело. И для этого пусть и махамантра звучит как ручеек журчащий. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Харе Харе. И вот по сушумне льется, промывая этот один из важнейших каналов, поток света живого, божественного света. И более того, вот сушумно собственно можно ощутить, как носик перевернутой воронки. А сама воронка раскрывается вниз широко. И вот там вот океан божественного света мы находим. Для кого-то это будет сознание Земли, для кого-то это будет брахманическое божественное проявление, для кого-то это будет обитель Творца, в зависимости от разных ступеней продвижения по духовному пути. И вот там вот в этой воронке мы разворачиваемся и выходим за ее пределы и становимся всей бесконечностью в этом эоне. И потом можно снова, собрав силу сознания там, вернуться на поверхность Земли. Но если о махамантре говорить, то вот особенно когда
мы начинаем ее впервые использовать, вот всегда первые ощущения наиболее яркие получаются. Чайтанья нам говорил, что вот он сразу откликается на Махамантру и старается всячески помогать всем тем, кто использует ее. Это его изобретение, прославление Кришны через Махамантру. И вот если напевать ее, то возникает ощущение легкости, полета, удивительно яркие ощущения. Ну вот в рамках раджа-йоги очень полезен такой прием. Мы приглашаем Господа в чакры для того, чтобы их развивать. Можно выбрать любую пару чакр. И в верхнюю чакру мы вводим первую половину Махамантры, а в нижнюю чакру из этой пары, любые чакры на любом расстоянии расположены друг от друга, в нижнюю чакру вводим, из этой пары вводим вторую часть Махамантры. Ну вот, например, так, в Вишудху я ввожу верхнюю часть Харе Кришна, 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 Харе Харе, и в Анахату вторую. Харе Рама, 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 Харе Харе. Или, можно повторять многожды. Или вот Анахата Манипура, скажем. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама, Харе Харе. Ну и так любые чакры очень эффективно прорабатывают с помощью Махамантры. Ну, разумеется, надо отлично знать, у нас в наших книгах это все описано, как расположены чакры. Для этого нужно также вначале проработать теми мантрами, которые, опять же, описаны у нас, тетрайдрами прочистить. И вот тогда уже будет не стыдно приглашать Господа в чакры. Но еще до всего до этого надо знать, где чакры расположены. Чего только не начитаешься в разной литературе про расположение чакр, но об этом, ладно, не будем сейчас говорить, потому что я об этих курьезах уже писал в книгах, читайте их. Возник вопрос о Троице. Православное католическое понимание того, что такое Троица, адекватность этой концепции. Вот мы под аккомпанемент птичек отвечу на этот вопрос. Мы достаточно ярко демонстрировали на практике все это, все эти три компонента. Говорили об обители Творца, и в книгах подробно описано, как она постигается. И мы говорили и показывали возможность слияния с Творцом в его обители. Мы говорили достаточно много о Святом Духе, в частности о том, что это собирательное понятие, святых духов очень много. Это духи, которые исходят из обители Творца. Но вот совокупно они называются в единственном числе Святым Духом. Но на самом деле их очень много. Ну, а Сын – это тот, кто имеет тело, тот, кто в обители Творца живет и при этом имеет тело. В данном контексте это слово означает то же самое, что Мессия, Христос, Аватар. Ну вот, другая сторона этой проблемы. Имеет ли смысл вообще отстаивать
Такое понятие, такой термин «троица» нет, не имеет. Есть, правильно понимать, что есть только Творец. А Святой Дух или Святые Духи, Сын или сыновья и дочери также, это те, кто происходит из Него, это проявление Творца. Бог един, но Он может проявлять себя по-разному. Повезло тем людям, которые на море или в степях живут. На море еще лучше. Ну, не в борьбе там со стихией на судах, кораблях, а на берегу в основном. И не в шторма, конечно, а в тихую погоду, как сейчас. Почему? Потому что ну, вот сами эти ландшафты, даже без специальных мест силы, благоприятствуют тому, чтобы вот разливаться анахатой, изливаться из чакры, и энергия анахаты духовным сердцем заполнять обширность пространства. Вот люди, которые всю жизнь сидят в своих квартирах там или в стенах какой-то там лаборатории, какого-то цеха, на работе кабинета, у них нет таких возможностей естественных. А вот экзотерический способ развития духовного сердца – это в гармонии бытия, в гармонии жизни. Если, конечно, эта гармония есть. В гармонии, в покое, в радостном, счастливом покое. Быть над простором. Вот сами ландшафты просторов, степных, морских побережий, особенно вот с большими песчаными пляжами, этому способствует. Что из экзотерики, то есть из обычного
чем люди занимаются, лучше всего способствует развитию духовного сердца. Кроме этого, еще это сфера репродуктивной функции. Если только эти люди не эгоистичны и не живут в эмоциях гнева, а живут в гармонии и покое, в счастье, насколько это возможно, в экзотерических условиях, то вот потом в эзотерику они приходят уже с развитыми духовными сердцами. Разливается сердце, распластывается над морем. Сразу анахата становится на километры. Если, конечно, уже есть чем разливаться над простором. И вот замечательно. Ну вот вопросы есть какие-нибудь у вас по теме сегодняшнего занятия? Но если пока нет, то вот я получил интересное письмо. Прочитаю его и мой ответ. Вот: здравствуйте, Владимир. В принципе, мое письмо не содержит важного материала. Это письмо от женщины. Но имя не буду называть, естественно. Это так просто, мое мнение. В общем, мне очень нравятся ваши мысли, которые вы изложили в ваших книгах. Очень умно, доходчиво. Но вот в чем я с вами не согласна. Так это в том, что если человеку изменил партнер, то человек должен подумать, что, может быть, он сам в измене партнера виноват. Оглядываясь на свою жизнь, я могу с уверенностью сказать, что изменяют не по вине партнера, а по собственному попустительству. Женщина изменяет из-за скучной жизни, а мужчина для самоутверждения. Мой муж взял меня в жены еще ребенком малолетним, чистым и наивным. И по сей день мой муж для меня единственный и неповторимый, как и в начале. И мне мой муж изменил после 5 лет совместной жизни. И разобравшись во всей той грязной истории, я пришла к выводу, что моей вины там не было никогда. Хотя он так пытался на меня ее повесить. По всем его поступкам, обращенным против меня, я могу набрать не меньше 3 десятков причин, дающих право мне изменить моему мужу. Но я этого не делаю. И поверьте, в том не его заслуга. Я думаю, люди должны ценить жизнь, как вы писали, но не только со стороны «не убей», но и со стороны «не навреди». И я думаю, что чувство партнера щадить тоже не мешает. Тем более, что душевные муки гораздо сильнее физических. Вот совершенно неожиданная реакция. Никогда не ожидал вот такой реакции на мои книги. Ну вот я ответил так. Мир вам, значит, имя не называю. Спасибо за письмо. Думаю, вы будете правы, если направите все свое внимание на поиск Творца, а не на поступки мужа. Подумайте о смысле своей жизни. Он состоит не в том, чтобы вам не изменял муж. Он состоит в большем.
Ну, успехов, Владимир Антонов. Писем таких ко мне еще никогда не приходило, но вот в разговорах часто бывало, говоришь кому-нибудь о Боге, а она все переводит на то, что вот а мне муж изменяет. Да еще с кем? С представителем вот не моей национальности, мол. Ну, вот таковы традиции, к сожалению, в нашей стране, и не только в нашей. И вот люди называют себя верующими в Бога. Ну что толку от такой веры? Базой для реализации смысла жизни и практическим осуществлением его и реализацией своей веры является именно направление внимания своего на Бога, на Творца. Мы можем достичь успеха на духовном пути только в том случае, если пытаемся познать Его, учимся любить Его. Но для того, чтобы полюбить Его на самом деле, должна быть уже развита любовь. Любовь начинает развиваться через любовь к разным проявлениям жизни, прежде всего к людям. Ко всем существам, воплощенным, невоплощенным, животным, растениям. Об этом мы уже очень много говорили. Уже человек должен научиться любить для того, чтобы понять, как полюбить Бога. Но вот эта бедная женщина, верующая в кавычках, при всей симпатии моей к ней и сочувствии к ней, она не знает, что такое любовь. Она под любовью понимает любовь кого-то к себе. Ах, ты меня не любишь, негодяй! На самом деле вектор любви должен быть направлен именно из себя, а не к себе. Вот это очень важно понять. Подавляющее большинство людей под любовью понимает свое хотение. Вот это вошло в литературу, в классику, и так вот воспитывается масса людей, не только в нашей стране. Любить – это значит хотеть кого-то, чего-то. Но это абсурд, это парадокс, это противоположность тому, что должно быть. Любовь – это дарение себя, дарение от себя. Подарить себя Творцу. Вот апогей любви. Вот апогей жертвенности, поскольку жертвенность является совершенно необходимой составляющей любви. Любовь – это самопожертвование, а не требование чего-то от других для себя.
Ну а сейчас давайте вот еще раз разольемся духовными сердцами над морем. Над поверхностью моря, над поверхностью всей земли. Поймем также, что Бог существует не только над поверхностью земли на этом участке, круговой нашей маленькой планетки. Бог существует и по ту сторону планеты. Бог бесконечно существует во всей Вселенной. И вот это нужно сначала умом понять, а потом реализовать на практике в медитациях любви. Ну, вот пока я рассказывал, созрел вопрос, чем отличается все-таки вот побережье моря с песчаными пляжами обширными от степи. Степь – это обилие растений травянистых. Пляж песчаный – это отсутствие растений, почти, практически полное, на песке. Ну, то же самое, наверное, и в пустынях. Вот обычному среднему человеку, когда он становится на духовный путь, надо от грубости, присущей вот массам людей, утончить себя до уровня растений. Человек – это самое отвратительное существо по своей грубости из всех населяющих, средний человек, из всех населяющих землю существ. Но вот Бог – это Творец, Святой Дух, это наоборот тончайшие проявления, тончайшее состояние сознаний. Грубость идет в ад, утонченность сознаний идет в рай, в обитель Святого Духа, в обитель Творца. Ну и в степи, в полях тоже прекрасно можно работать, особенно утром, когда солнышко добавляет гармонии, саттвы, физический мир. Да, я вот не закончил мысль, что дорасти до утонченности растений, а потом следовать дальше, еще глубже, потому что сознание Творца, Святого Духа, оно несравненно более утончено, чем состояние растений, любых растений. Вот нужно пройти по шкале грубости, тонкости через мир растений, сонастраиваясь с ними, а потом перейти к сонастройке с Богом. В степях тоже очень хорошо. Я бывал в степях и прекрасно это знаю, эти ощущения разлитости, хоть то утро, хоть то зной, вот эти вот испарения воды в воздухе, висящие миражи вокруг, степь, простор. И вот почти так же, как здесь, вначале это не имеет значения, потом для того, чтобы уходить в глубины многомерного пространства, уже несравненно лучше песок, чем трава, и тем более лес. Вот сейчас вспоминаю, у меня был ученик один, он в прошлом воплощении
был ямщиком в русских степях. Где-то в районе Омска, по-видимому. Да, в районе Омска. И вот можно ощутить жизнь ямщика летом, беззаботность, думать особо не о чем, дорожка, лошадка, повозка, какой-то груз или пассажир. И вот сидит ямщик, напевает какие-то песни, никаких проблем, забот особо нет. И вот можно или дремать, или ощущать красоту простора, нежного гармоничного простора. То же самое зимой. Зимой растительность своими биоэнергиями утихает. Если нет сильного мороза, ветра, то тоже, может быть, даже еще лучше, чем в летний зной. Да еще солнышко восходит. Всегда оно, когда восходит в тихую погоду, оно способствует медитации. Оно добавляет саттвы, добавляет своей энергии, которую мы можем еще более утончить уже через свои духовные сердца. Конечно, интеллект не развивается от этого. Вот с тем учеником мне пришлось расстаться, потому что он философию воспринимать не мог, только элементарные упражнения. Но духовные сердца развиваются в таких условиях прекрасно, если только не жизнь в грубых эмоциях, в озабоченностях всяких. И потом приходит время начать путь прямого познания Творца. И вот тогда это развитое в экзотерике духовное сердце очень легко погрузить в него. Для этого требуется, как мы уже многократно говорили, требуется развитие интеллекта должное, потому что без развитого интеллекта даже этические принципы не ухватить и не претворить в жизнь. Человек развивается по 3 направлениям: интеллектуальному, этическому, медитативному или психоэнергетическому. И вот не всегда далеко не всегда эти 3 направления развиваются параллельно. То или иное может доминировать в развитии, опережать другие. Потом остальные приходится подтягивать или в этом же воплощении, или в следующих. Вот так и развивается человек до того возраста с души своей, себя как души, то есть когда Творец может стать для него действительной реальностью. И вот тогда он, попав в здоровую духовную школу, может быстро прийти к завершению своей личной эволюции или до превращения себя в частицу Творца. Ну, мы вот сейчас поработаем еще на этом прекрасном пляже. Здесь места силы, позволяющие, в частности, сравнить, сопоставить
Вот третье брахманическое проявление со вторым. Вот если мы назад от тела уходим вглубь, начиная путь, разумеется, из анахаты тела, то там может быть познан божественный огонь второго брахманического проявления, тот, который наиболее активен в ядре нашей планеты. И вот его очень интересно сопоставить с тем брахманическим проявлением, с третьим, то есть, которое доминирует на этом месте силы, которые мы познаем в пранаве. Два разных брахманических проявления в двух разных эонах. Третье в мире материи, второе в раю. Вот Бога в раю можно познавать вот в виде такого божественного огня. И сейчас мы в гостях у одного из прекрасных божественных учителей. Все они прекрасные, но вот этого я не могу не назвать прекрасным тоже. Но он весь вот любовь. Сгусток нежности. Как его зовут? Он воплощался последний раз на Земле тогда, когда еще имена были не нужны, и у него нет имени от последнего воплощения. Он воплощался на новой Земле еще до смещения оси вращения нашей планеты. Он воплощался тогда, когда еще на новой Земле росли папоротники. Тот этап развития планеты, который называется карбон, угольный период. У него и внешность не такая, как у современных людей. У него большие ушные раковины. Можно ощутить его. Вот он сейчас здесь заполняет своим лицом вот эту поляну. Вот он прикасается к моему телу. При том, что он здесь, на этой полянке, он исходит из обители Творца. Так, как все божественные учителя, и это является их отличительным признаком. Тончайший, нежнейший свет, а в эмоциональном отношении это есть любовь. Любовь, нежность, любовь, забота. Ну вот сейчас давайте все станем им. Кто я
где я? Я есть Он, меня нет. Как научиться быть им? Через полное реальное отождествление сознания, полную сонастройку сознания с ним. Чтобы ничего другого не было, ничего от прежнего меня не оставалось. Вот самый прямой путь богореализации. Это еще называется метод Идама. Стать божественным учителем, отбросив все, что принадлежало мне, что было моим, что было мной до того. Срастание, врастание, растворение себя в Боге. В Святом Духе, с тем, чтобы потом вместе с Ним утечь в обитель Творца. Как водные потоки вливаются в океан. Океан ниже всех рек, и все реки текут в него. Это немножечко перефразировал слова, сказанные Богом через Лао Цзы. Вот так и мы сейчас ощутим себя легко текучими, тончайшими, нежнейшими сознаниями, проявляющими одно лишь качество — любовь, и потечем в океан обители Творца. Сатья Сай Баба тоже говорил об этом, но под океаном он понимал абсолют, а не Творца. Это другая медитация, другой контекст. И вот если океаном назвать весь абсолют, включающий все, и Творца, и творение, то можно в этом океане выделить поверхностный слой, какие-то промежуточные слои, средние и глубины океана. Вот в данном контексте глубинами океана будет обитель Творца, а на поверхности океана и только на ней могут бушевать шторма. Это мир сансары. Промежуточные слои — это будут пласты, в том числе Святого Духа. А вот надо вместе с Ним
ведомыми им, уйти в самые глубины свой океана, который бесконечен и вечен, и в котором абсолютный покой, вечность, блаженство. И вот оттуда уже можно исходить в качестве Святого Духа, помогая, для того, чтобы помогать воплощенным. Еще такой известный лозунг есть «Сат Чит Ананда». На русский язык, видимо, и на другие языки европейский, он переводится неадекватно. Сат значит чистота на самом деле. Чит – утонченность. Ананда – блаженство. Чистота, утонченность сознания и блаженство. Вот это мы находим и здесь, сливаясь с одним из наших любимых божественных учителей, и тем более в глубинах океана Абсолюта, если мы проваливаемся вместе с течением воды в океан, в самый глубинный слой океана, и становимся им. Но чуть-чуть погодя пойдем и другим божественным учителям. В этом лесу их очень много. Пойдем к апостолам Иисуса Христа, Иоанну, Марку и к другим. Прошли мы вот метров 40. И вот здесь осенью, в прошлой осени, мы впервые повстречали апостола Иоанна. И вот апостол Иоанн, он вот в него, когда в нем оказываешься, вот ощущение такое, что вот он в объятия сжал густой любовью, густой прямо вот как окрашена она, даже вот эта любовь, какой-то цвет, трудно сказать, золотой. И вот мы записали вот первый разговор с Иоанном, который в прошлую осень состоялся. Вот я у него спросил, воплощался ли ты еще вот с тех пор, когда жил на земле вместе с Иисусом? Он ответил: нет. Божественности достиг еще тогда. Но Евангелие написал раньше, то есть до достижения божественности в более ранние годы. Был после смерти Иисуса рядом с его матерью Марией. Преданность и любовь к ней позволили мне достичь божественности. Иисус в этом очень сильно помогал.
Вот я тогда еще спросил, кто еще из апостолов достиг божественности, кроме уже известных нам, то есть Андрея, Филиппа и тебя. Он ответил: Марк. Он потом воплощался в Англии. И только тогда, когда он сложил с себя полномочия посла, он стал получать послание непосредственно от Бога. Очень много помогал людям в Англии. Это было еще до раскола церквей. Тогда Англия дала целую плеяду божественных учителей. То есть благодаря деятельности Марка. Заходите, говорит, сюда почаще, научу вас, как размывать тела. Ну, сейчас они оба здесь. Махадубль Марка. Вот тут рядышком, в 20 метрах. Они вплотную с Иоанном здесь обитают. Но вот они оба раскрывают объятия. Каждый из них говорит одну и ту же фразу: «Я люблю вас всех. Идите в меня». Приглашаю всех скорее войти в меня. Никакой другой совет никому не нужен. Вот все это в диаметре тут 50 метров. Еще один прекрасный божественный учитель. Это прямо место радости. Это божественный фин. Он так себя сам и назвал, чтобы нам не мучиться с восприятием финских имен, непривычные для русского языка. Вот сюда входим, если подняться сознанием, слиться с ним, обняться с ним, влиться в него, стать им, то радость, вечная радость божественного учителя. В эту микрополянку входишь, и, наверное, даже человек, который никогда не занимался ничем, но не живет только вот в грубых эмоциях агрессии, а просто обычный хороший человек, и он впадет в состояние радости. Ну и тем более эта радость интенсивной становится, если подняться вот туда, где лицо божественного фина над лесом, и слиться с ним во всей полноте его махадубля. И вот свет, искрящийся радостью, божественный свет, искрящийся радостью, удивительное состояние. Еще один важный аспект любви – радость. Эту радость мы должны дарить людям. Ни уныние, ни горе, ни смакование болей и всяких несчастий, а радостью делиться надо с другими. Радость является одним из атрибутов любви.
Сейчас немножко отдохнем, снова медитировать будем. Вот в общих чертах вся философия жизни-то на Земле, она из того и состоит, что все животные и люди едят растения, ну что-то из животных продуктов также, молочные продукты, яйца, этически дозволенная пища. И идет рост сознания от этого. Если не происходит истощение от неправильной работы, от переутомлений, то идет рост сознания. Рост сознания, количественный рост сознания, вот от переваривания в наших пищеварительных системах пракрити, то есть материи, идет рост пуруши, то есть энергии душ. Но вот рост пуруши может идти качественно по-разному. Если мы живем в грубых эмоциях, в грубых эмоциональных состояниях, их культивируем, то идет рост сознаний, которые направляются в итоге в ад. Если мы в гармонии, в чистоте, в тонкости, в любви, то в рай растем, для рая. Если мы, третья возможность, если мы занимаемся медитативными практиками правильно, именно правильно, то растем прямо в Бога. Для Бога растим себя, для пополнения эонов Святого Духа или обители Творца. А сейчас мы тоже на одном из очень интересных мест силы. Это место, где сейчас поселился один из великих, известных людей прошлого России, Некрасов. Его лицо, вот оно сейчас над нами, как пришли, он. Сразу его узнали. Любимый им бугорок среди леса, елового. А огромным духовным сердцем он находится ниже поверхности земли. Мы это уже обсуждали. Только глупцы веруют в то, что ад находится под землей, то есть ниже поверхности земли, а Бог, мол, там выше. Но это наивная детская точка зрения, когда эта точка зрения принадлежит также и взрослым людям, но это их характеризует не с лучшей стороны, этих взрослых людей. Духовными практиками им заниматься еще явно рано. Для сознания, свободного от материи, материальные предметы не являются препятствием. И вот великий Некрасов
объективная характеристика очень хорошо видно. Огромное анахатище, энергия анахаты, огромное духовное сердце, в других терминах, находящееся вот здесь, вот под этим холмом и под окружающим пространством, и руки любви, духовную продвинутость можно вот именно так опознавать по развитости духовного сердца, по способности им действовать. От действующего активного духовного сердца обязательно отходят единосущные ему руки. Любовь – вот то, что приближает нас к совершенству, к божественности. Вот таков реально великий Некрасов. Нашедший здесь для себя после развоплощения новую обитель, когда впервые на это место я пришел осенью, сейчас весна, осенью пришел, первые слова, которые я от него услышал, это были таковы: все хорошо под сиянием лунным. То был вечер, но сейчас солнышко сияет. Как-нибудь вот нужно будет здесь ночевку у костра организовать будет, чтобы на самом деле под сиянием лунным провести ночь. Это будет прекрасная ночь, наверняка. Ну вот, с многими божественными учителями мы общались только за сегодня. Но кроме того, еще ведь вот мы имели общение прекрасное с великими людьми прошлого России. Это и Пушкин, Горький, он же Пешков, Есенин. Как-то в кленовых посадках мы были зимой. Подошел я к одному клену молодому, и вот есенинские стихи вдруг слышу. Про клен, клен-то мой опавший. Иногда вот так вот и бывает, что хотят на себя обратить внимание через знакомые слушателю элементы творчества. Какие-то писатели, поэты, композиторы. И вот таким вот образом Есенин через посредство клена обратил на себе внимание. Вот тоже мы с ним очень приятно пообщались. Зодчий Росси, творивший много в Петербурге. Вот он из обители Творца Махадубли создает величайшие личности из истории России.
Кого я забыл, может быть? Ну, вот последние десятилетия с Высоцким после его развоплощения были неоднократные встречи. Вот сейчас вспомню про него, он подошел спокойный. Вначале он был в состоянии растерянности очень глубоко и долго. Из-за встречи с нематериальным миром после развоплощения. Сейчас он в покое теперь живет. Игорь Тальков, тоже прекрасная великая душа. Медитатор от прошлого, не от последнего, а от предыдущих воплощений. Очень успешно занимался медитациями и достиг больших успехов. Но вот беда всех великих людей России, или почти всех, в том, что здесь нет духовной культуры, массовой, истинной, массовой и одновременно истинной. Для начинающих первое знакомство, ну, для начинающей группы, да, вот так скажем, начинающие будхи-йогу, и уже прошедшие очень много за эту весну. Первое знакомство с Иглом, индеец североамериканский, но я о нем уже рассказывал, а сейчас вот на него можно полюбоваться. И вот он тут же обращается к Максиму, вот слияние сознания Максима с Иглом и благословение на дальнейший путь. Но при том условии, говорит Игл, что ты должен жить теперь отныне в состоянии непрерывной атаки. Не допускать никаких человеческих слабостей, только тогда ты победишь. Вот вы можете сейчас наблюдать Игла в слиянии с моим телом. У него, вот как у панков современных, гребень на голове только из перьев птичьих. Ну и типичное лицо, устремленное вперед. Лицо воина, немолодое. Жизнь в постоянном напряжении борьбы, в непрерывной атаке. Вот эта жизнь Игла, которую он прожил победоносно в последний раз на земле, и призывает вот так же жить каждого. Непрерывная алертность, собранность. Не давать себе расслаблений, не допускать потакания своим прихотям, капризам, побеждать свои немощи и жить жизнью не обычного человека, а жизнью Бога. Вот только если так жить, то можно обрести божественность.
Пусть это не только для Максима, но для каждого будет принципом жизни. Вот рядом оказались Дон Хуан, Хинара и чей-то женский облик вместе с ними. Ну, еще в отдалении группа. И Дон Хуан говорит, улыбаясь, что да, Игорь тоже мастер прыжка в пропасть. Через это и будет лежать дальнейший путь слияния со мной. Должен остаться только я. Это слова всех, включая Сатья Саи. Должен остаться только Творец в сознании каждого. Начинается с Баба Нам Кевалам, с этой принципиальной мантры. Есть только Творец. Нам это не имя, нам это описание Бога, общая схема Бога, все атрибуты, Бог во всех проявлениях. Баба, Отец, Нам, Кевалам только. И вот когда остается только Творец в обители, вот тогда это можно называть полным совершенством. Ну и тогда, когда это не только на местах силы, разумеется, в этой оптимальной обстановке, но в любой обстановке. Вот это можно назвать совершенством. Ну и, как я уже говорил, есть программа «Максимум», которую нам еще предстоит овладевать. Но сейчас можно еще раз полюбоваться Иглом. Он сейчас вместо меня, там, где мое тело. Ой, Дон Хуан подошел и своей шляпой над моей головой сейчас машет. Смеется, шутит, говорит, я тоже хочу попасть в кадр. Ну вот он в обнимку с Хинара. И Баба сверху опустил свое лицо. Вот групповой портрет. Бабаджи подошел. Петр. Лао. Групповой портрет богов или единого бога. Пожалуйста, можете рассмотреть каждого и всех вместе. Баба Нам Кевалам.